Добрый вечер, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 22 декабря 2025 года, День энергетика. Мы разберем одну из самых острых тем современности – кибербезопасности права. Подробно поговорим о крупнейших кибератаках 2025 года, их юридических последствиях, ответственности государств по международному праву, роли Будапештской конвенции о киберпреступности и, самое важное, дадим расширенные практические рекомендации для юристов, бизнеса и государственных структур, как эффективно защищать клиентов и организаций в эпоху цифровых войн, когда киберпространство превратилось в полноценное поле геополитического противостояния. 2025 год стал по-настоящему переломным в истории киберугроз. По данным отчетов CSIS, CRN, InfoSecurity Magazine, Cybersecurity Ventures, Kela и других авторитетных источников, мы наблюдали беспрецедентный рост атак, как по количеству, так и по масштабу ущерба. За первые 9 месяцев года зафиксировано более 4700 инцидентов ransomware, что на десятки процентов выше прошлогодних показателей. Многие инциденты имели явные признаки state-sponsored, то есть спонсируемых государствами, от шпионажа и саботажа до финансирования запрещенных программ. Общий ущерб от киберпреступности в 2025 году превысил триллионы долларов, а атаки на критическую инфраструктуру затронули энергетику, телекоммуникации, транспорт, здравоохранение, финансовый сектор и даже криптовалюты. Давайте разберем ключевые инциденты года подробно с анализом тактик, злоумышленников и последствий. В 2025 году в феврале состоялся рекордный взлом криптобиржи Bybit. Это крупнейшая кража криптовалюты в истории. Хакеры похитили около $1,5 миллиарда в Ethereum. Атака произошла во время рутинного перевода средств из холодного кошелька. Злоумышленники, связанные с северокорейской группой Lazarus, также известной как Trader Traitor или UNC 4899, внедрили вредоносный код в Third-Party Service Multisig кошелька Safe Wallet. Они манипулировали интерфейсом, чтобы транзакция выглядела легитимной, и перенаправили средства на свои адреса. ФБР и независимые исследователи быстро атрибутировали атаку КНДР. Средства пошли на финансирование ядерной и ракетной программ. Bybit восстановила резервы за счет займов и собственных средств, но инцидент показал уязвимость даже крупных платформ к supply chain атакам и социальному инжинирингу. Компания Salt Typhoon, китайская государственная операция, одна из самых масштабных операций года, проникновение в сети минимум 9 крупных американских телеком-провайдеров: Verizon, AT&T, T-Mobile и другие, а также в инфраструктуру союзников и более 200 компаний в 80 странах. Группа, связанная с Министерством госбезопасности КНР, годами перехватывала трафик, прослушивала звонки
и получала доступ к данным правоохранительных органов. В 2025 году раскрыты новые детали. Атаки затронули критическую инфраструктуру, включая энергетику и транспорт. США ввели санкции против связанных китайских фирм Сихуан, Джуксинг и других. Это классический шпионаж, подготовка к конфликтам, сбор секретной информации. Далее атаки на критическую инфраструктуру. Россия и пророссийские группы усилили саботаж. В апреле и августе хактивисты нарушили работу норвежской дамбы в Ремангере. Норвегия официально атрибутировала России. Польской гидроэлектростанции в Тчеве группа Lynx российская украла 4 терабайта данных у британского подрядчика Минобороны. Добавьте ransomware на Jaguar Land Rover, падение доходов на 24%, стоимость ущерба в миллиарды, Marks & Spencer, сотни миллионов убытков, Ingram Micro, United Natural Foods, дефицит продуктов в Whole Foods, Qantas и другие. Китайские группы эксплуатировали Zero Day, SharePoint, Ivanti, Cisco и Oracle, затронув правительство, здравоохранение, SimonMed 1,2 миллионов пациентов и цепочки поставок. Теперь другие громкие атаки Scattered Spider на множество компаний, включая Marks & Spencer и Co-op Supply Chain через Microsoft SharePoint, сотни организаций, AI, усиленные угрозы и социальная инженерия. Северная Корея продолжила криптокражи, миллиарды долларов. Год показал эволюцию. Гибридные атаки, цифровой плюс физический ущерб. Unattributed инциденты и рост AI в malware. Теперь перейдем к юридической стороне. Это основная экспертиза. Ключевой вопрос здесь – это ответственность государств по международному праву. Международное право применяет к киберпространству аналогии из реального мира. Согласно Tallinn Manual экспертному руководству по применению права к кибероперациям, статьям Комиссии международного права ООН о ответственности государств АР-СИВА и Уставу ООН. Государство отвечает, если кибероперация нарушает суверенитет, запрет вмешательства или использование силы, статья 2.4 Устава ООН. Атрибуция требует доказательств. Операция проведена органом государства под его эффективным контролем или инструкциям, даже если не напрямую, если государство признает и принимает операцию как свою. В 2025 году множество публичных атрибуций состоялось. США и союзники обвинили Китай в Salt Typhoon, Россию в атаках на инфраструктуру Европы, Норвегия и Польша, КНДР в Байбит, ФБР. Но атрибуция остается сложной. Доказательства часто классифицируются как косвенные. TTPS инфраструктура. Если успешна операция, то жертва может требовать прекращения, репараций, гарантий неповторения или применять
контрмеры, пропорциональные, как санкции или ответные кибероперации. Пробелы огромны. Нет общего международного договора о кибервойне, такого как Женевские конвенции. Многие атаки проводятся в серой зоне, ниже порога вооруженного конфликта. И здесь ключевую роль играет Будапештская конвенция о киберпреступности, известная как Конвенция Совета Европы 2021 года. К декабрю 2025 года эту конвенцию ратифицировали 81 страна, включая недавнее присоединение Новой Зеландии, плюс подписанты и приглашенные. Это единственный обязательный глобальный договор по киберпреступности. Россия и Китай в нем не участвуют, но даже и они используют ее стандарты как модель. Будапештская конвенция гармонизирует законы, предусматривает уголовную ответственность за хакинг, фрод, распространение malware и так далее. Вводит процедуру силового препятствования, сохранения данных, обыски, перехват, сейфгуард прав человека, статья 15, обеспечивает кооперацию 24/7, контакты, взаимопомощь, экстрадиция. Второй протокол Конвенции 2022 года усилил доступ к Electronic Evidence в клауд и за рубежом к инцидентам, что критично для современных атак. В 2025 году конвенция активно применялась. Страны-участницы обменивались данными по ransomware, Jaguar Land Rover, Qantas, Ingram Micro и кражам Bybit. Конвенция помогла в расследованиях supply chain атак и state-sponsored, где возможно сотрудничество. И, наконец, расширенные практические рекомендации для юристов, бизнеса и государств. Кибербезопасность – это не только техника, а комплекс юридических, стратегических и операционных мер. Подробно рассмотрим профилактику и комплаенс. Во-первых, требуется регулярный аудит. Нужно внедрять Zero Trust, сегментацию сетей, MFA, Patch Management, особенно Third Party, как в Bybit, SharePoint и Oracle. Также необходимо оценивать Supply Chain Risk в соответствии с diligence по вендорам и контрактные clauses о безопасности. Киберинциденты. Нужно выбирать полисы с покрытием State-Sponsored и Ransomware, то есть спонсируемые государством атаки. Нужно учитывать инциденты типа акт войны. И также необходимо внедрять стандарты GDPR в ЕС, NIST, ISO 27001, а также российские F3-152/187, что снижает штрафы. Для крипто и финтеха нужно усиливать CUS/AML, Multisig с Human Readable Checks. Далее, как реагировать на инциденты? Шаг за шагом. Создается мультидисциплинарная команда в составе IT, юристы,
PR и внешние связи. Также осуществляются немедленные действия, изоляция, бэкап, рестор, мониторинг. Также осуществляется forensic анализ. Нужно фиксировать chain of custody для суда, цепочки. Уведомления непосредственно вовремя по регуляторам. В Роскомнадзор, ФСБ в РФ, GDPR в ЕС за 72 часа и СЭК в США. А также PR-стратегия. Прозрачность минимизирует репутационный ущерб. Юридическая защита в киберинцидентах. Нужно фиксировать события для исков. Против хакеров это делается редко, а против вендоров, breach of contract или страховщиков это делать необходимо. Спонсируемые государством инциденты. Нужно обратиться за дипломатической защитой в Министерство иностранных дел. Также за поддержкой атрибуции в правоохранительные органы, ФСБ, Интерпол и так далее. Нужно использовать Будапештскую конвенцию, запросы mutual assistance от участников, международные форумы, арбитраж, МС ООН при сильной атрибуции санкций. В Российской Федерации за юридическую защиту отвечает ФСБ по статьям 272-274 Уголовного кодекса. И, наконец, долгосрочные стратегии. Необходимо проводить антифишинговое обучение, социальную инженерию и главный вектор направлять в Bybit, Marks & Spencer. Там нужно учиться. Также необходимо проводить мониторинг Dark Web и Threat Intelligence, ASINT коммерческие фиды. Resilience testing, то есть тесты на молчание во время пауз. Red Teaming, Tabletop Exercise и геополитический мониторинг, отслеживание tension в Тайване и на Украине, которые коррелируют с атаками. Друзья, 2025 год убедительно доказал, кибербезопасность – это вопрос национальной безопасности, экономики, прав человека и международного права. Государство активно использует кибер как оружие, но право эволюционирует, предоставляя инструменты обороны от национальных законов до глобального сотрудничества. Что вы думаете об этих инцидентах? Сталкивались ли вы, ваши компании или клиенты с кибератаками в 2025 году? Как вы оцениваете роль международного права в борьбе с государственными угрозами? Делитесь опытом в комментариях, ставьте лайк, если видео было полезно, подписывайтесь на канал. Впереди глубокие разборы геополитики, права, судебных процессов и технологий. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.